Здравствуйте, друзья! Я рад приветствовать вас на своем кулинарном канале. И сегодня, как я уже обещал, мы будем готовить обалденный суп, грибной крем-суп. И для этого супа нам понадобится 1 килограмм шампиньонов, у меня двух цветов. Нам понадобится 1 килограмм портобелло. И нам понадобится грибы шиитаке. У меня они сушеные, их можно будет замочить на полчаса, и они будут снова как свежие. Также нам понадобится пол-литра сливок. Нам понадобится 4 большие луковицы. Также нам понадобится красный лук. Я буду использовать 2 луковицы красного лука. Немножко пару зубчиков чеснока и секретный ингредиент. Это экстракт трюфелей на базе оливкового масла. Этот именно вариант экстракта трюфелей кошерный. То есть самих трюфелей здесь нету, здесь есть экстракт этого запаха. Но то, что мы хотим от него добиться, будет. Давайте начинать. После того, как мы замочили шиитаке и промыли все овощи, мы начинаем нарезать лук. Лук можно нарезать произвольно. Вообще все овощи, которые мы будем сегодня использовать, и лук, и грибы, можно нарезать произвольно, потому что в конце мы будем все это обрабатывать блендером. Я буду нарезать перышком. Так быстрее и мне удобнее. Итак, зажигаем нашу плиту, добавляем немножко оливкового масла. Вот. И сразу же, пока еще сковородка холодная, отправляем лук в сковородку. Вот так вот. Сразу же добавляем соль, для того, чтобы лук быстрее дал сок. Пока лук жарится, мы нарежем грибочки. Вот такой вот красивый лук у меня получился. Лук мы сейчас отложим в сторону и начнем обжаривать грибы. Итак, добавляем немножко масла и отправляем нарезанные грибы в сковородку. Конечно, если вы используете посуду побольше, то можно все это жарить вместе. Но так как у меня количество большое, а посуда не такая большая, я это делаю в 2 этапа. Сначала обжарил до нужной кондиции лук. Вот такой красивый у нас получился. А теперь обжарим грибы. Когда грибы увязнут, немножко так вот сужатся, уменьшатся в объеме, мы добавим сюда обратно лук. Шиитаке размякли, обратите внимание, они были сухие, вот какие они стали, мягенькие. Сейчас мы нарежем их тоже. И добавляем шиитаке к остальным грибам. Немножко убавим огонь, для того, чтобы они у нас не подгорали. Пускай томятся. Вы, наверное, обратили внимание, что
при приготовлении лука, при обжаривании лука, я еще не использовал красный лук, сиреневый лук, вот, как вы там называете его. А я про него не забыл. Этот лук мы будем использовать для того, чтобы украсить наше блюдо. То есть я его порежу, обжарю и добавлю сахар. Вот, и мы будем украшать наше блюдо, когда будем подавать его. Также для украшения я использую батат. Батат – сладкая картошка. Я его буду готовить в Air Fryer. Можно, конечно, приготовить его во фритюре, в кипящем масле, и подать его как сладкая картошка к готовому супу. Такие вот палочки будут, как чипсики, такие сладкие. Мы ставим его в суп. Вот. Но я решил приготовить его не в кипящем масле, а именно в Air Fryer. Это когда овощи или мясо готовятся на горячем воздухе. И нарежем его полосочками. Кстати, можно порезать еще и кубиками. Но это уже, говорится, опять же, произвольная форма, как вы сами себе выберете, как вам больше нравится. Я думаю, что красиво будет именно такими вот, знаете, как бы соломинкой. Вот. И это то, что я сделаю. А тем временем посмотрим, что у нас происходит с грибами. Ох, запах, конечно, сумасшедший. Запах стоит сумасшедший. Вот. Но грибочки еще не готовы. Дадим ему еще немножко потушиться. Мне очень важно, чтобы рабочая зона всегда оставалась чистой. Поэтому пока мы готовим, пока наши грибы еще готовятся, мы используем это время для того, чтобы немножко прибраться здесь. Вот. Сейчас будем готовить батат. Я использую вот такой вот мини-печь Ninja. Вот. Но опять же, вы можете использовать то, что у вас есть. Это может быть либо фритюр в кипящем масле, либо в духовке. Даже в духовке можно сделать. Обязательно нужно будет поставить турбообдув для того, чтобы он немножко сушил его и сделал его более такое криспи. Итак, мы отправляем картошечку. В нашем варианте, из-за того, что оно готовится на горячем воздухе, оно должно быть так, чтобы воздух обхватывал этот батат или сладкую картошку, обхватывал со всех сторон. Итак, противень с картошечкой мы пока вытащим, поставим на Air Fry 200 градусов и закроем его для подготовления печи к нужному градусу. Итак, печь у нас нагрелась, и мы отправляем сюда и закрываем. Итак, батат будет готовиться 20 минут, а мы этим временем продолжим готовить наш суп. Я буду использовать 4 зубчика чеснока. Я их заранее почистил. Можно его выдавить, можно его мелко покромсать, можно его порубить, если у вас есть специальные там какие-то машинки или что-то. Это не важно. Я его просто вот так вот порежу, покромсаю. Опять же, в нашем сегодняшнем рецепте суп будет крем-суп, и все это будет потом перемалываться блендером. Поэтому большого значения не имеет, как именно мы режем наши овощи.
О, лишняя вода уже испарилась, и грибочки начинают поджариваться, и это хорошо, потому что нам нужен такой вот вкус именно обжаренных грибов, а не просто сварившихся. Замечательно. Я думаю, что уже пора добавлять сюда лук. Обмешаем все это. Добавим сюда немножко чеснока, который уже заранее почистили и порезали. Вот. И продолжаем его обжаривать. Можно добавить немножко больше соли. Обязательно перчика. Вот. И ждем пару минут, пока не появится опять влага. Как только появится влага, начнем это немножко загущать. Загущать мы будем порошком. Есть такой порошковый бульон, грибной бульон порошковый. Именно им мы будем это все загущать. А пока ждем. Я думаю, что сейчас самое время добавить в наши грибы масло с экстрактором трюфелей. Трюфеля. Чтобы наше блюдо хорошо пропахло трюфелями. Ой, какой запах! Посмотрите, какая у нас здесь красота. Какая у нас здесь красота. Ну просто, к сожалению, видео еще не умеет передавать запахи. Надеюсь, что в ближайшем будущем с тем, как технология продвигается вперед стремительно, мы все-таки научимся передавать запахи через экраны ваших телевизоров или смартфонов. Итак, самое время добавить бульона, порошка, грибной. Это порошок грибной бульон. Он идет уже со специями. Мы его добавляем 2 ложки. Можно также добавить 2 ложки лукового бульона, тоже порошкового. Но я сегодня обойдусь только грибным. Смешиваем все это. И заливаем все это сливками. Сливок у меня пол-литра. 2 вот такие пачки по 250 миллиграмм.
Я выбрал сливки 10%. Вы выбираете на свой вкус. Так, один и второй. Если грибов получилось очень много, и сливок, вы видите, что сливок недостаточно, то можно добавить еще немножко сливок. Так. И размешиваем все это. Какой здесь запах стоит. Это просто с ума сойти. Я категорически вам советую это приготовить. Не знаю, слово категорически уместно здесь стоять или нет, но я вам советую это обязательно приготовить. Так, оставляем на пару минут. Попробуем обязательно. Обязательно пробуем на соль, потому что это уже последняя стадия, когда мы еще можем как-то повлиять на вкус. Замечательно. Я даже ничего не буду добавлять. Обратите внимание, мы посолили совсем чуть-чуть, когда обжаривали лук. Мы посолили совсем чуть-чуть, когда обжаривали грибы. И добавили еще, когда уже смешали все это вместе. Я добавил еще немножко соли. Помимо того, что мы добавили сам бульон, что бульон, он тоже идет со специями. На мой взгляд, получилось очень хорошо. Я думаю, что всегда можно соль, перец добавить в саму тарелку, если кто-то пожелает. А вот уже, избавиться от соли, когда она очень соленая, будет немножко сложновато. Можно, конечно, добавить немножко сливок для того, чтобы это разбавить вкус, но это уже совершенно другая история. Ждем. И еще один маленький, как говорится, маленькая добавочка, которую можно добавить в наш суп. И это, конечно, тмин. У меня тмин свежий. Вы можете использовать также и сухой. Я добавлю совсем чуть-чуть. Вот так вот пару листиков тмина или демьяна. Этого будет достаточно. Еще раз это все перемешиваем. Ну что, я думаю, что этого достаточно. И картошка, батат, тоже приготовилась, засвистела. Теперь, что мы делаем сейчас? Сейчас мы это накрываем, убираем с огня и даем ему остыть. Потому что перед тем, как мы будем его размельчать в блендере, нам нужно, чтобы оно все хорошо остыло. Ну что ж, друзья, пока наши грибы остывают, мы займемся луком. Мы займемся, как говорится, украшением нашего супа. А для этого нам нужен красный лук. Вот так вот он. Мы его можем порезать кольцами, полукольцами точнее. Мы можем его порезать перышками. Это уже не важно, в принципе. Почему? Потому что нам нужно, чтобы лук закарамелизировался. Вот. Добавим ему немножко сахара. Вот. Я думаю, что получится очень хорошо. Я буду резать перышками. Вообще я люблю резать перышками лук. Это просто, удобно и красиво. Вот так вот. Видите, как красота. Вот так вот.
И будем обжаривать его на сковородке. Немножко масла. Так. Вот. И отправляем его на сковородку. Обратите внимание, я его расправляю. Это тоже делать, в принципе, не обязательно. Можно это сделать потом ложкой, но я так ускоряю немножко этот процесс. Осторожно, не обожгитесь маслом. Ну, масло у нас еще, в принципе, не горячее, поэтому обратите внимание, что я кладу лук в холодное масло. Ну что ж, думаю, что уже пора добавлять сюда немного сахара. Вот. Я добавлю 1 большую ложку и посмотрим, что у нас будет происходить. Вот так вот. Вот так вот. Будем его короче говоря, будем способствовать образованию карамели. Вот. Видите, есть очень много слов, которые очень редко использую в обиходе. Все-таки я живу в Израиле, чаще говорю на иврите. И поэтому некоторые слова даже как-то тяжело произносить. Вот. А идею этого супа, идею этого ролика мне подал мой друг, израильский шеф Ноах. Ноах, туда раба, аля район, мира мадхим, техав нитам айоце мизе. Вот, это я передал Ноаху, что выглядит очень хорошо. Вот. А уже вкус будем пробовать вот-вот. Ну что ж, друзья, я думаю, что грибы немножко остыли, но мне уже нету сил больше ждать, поэтому мы начнем их перекладывать в кастрюлю. Друзья, я не выдержал ждать погружной блендер, пока он справится с этим количеством совсем. Поэтому я нужное количество переложил вот в такой шейкер и на Ninja миксере сделал. Я добавил горячую воду для того, чтобы немножко разбавить консистенцию, потому что получилась очень густая. Вот, вы выбираете для себя, какую консистенцию вы хотите сделать. Давайте проверять. Вау! Вкус просто сумасшедший. Так, добавляем сюда лук обжаренный вместе с сахаром. Вот так вот. Добавляем сюда соломинки с батата, который мы сделали. Вот так вот на край. Я бы посоветовал добавить немножко, совсем капельку масла с экстрактом трюфелей, совсем чуть-чуть. Можно добавить пару листиков тмина, не обязательно, но можно это добавить, если вы хотите, чтобы было немножко красивее. И это можно подавать. Приятного аппетита! А я добавлю немножко тмина. Я думаю, мне нравятся такие вот. Будут такие немножко. Ай, красота. Вот так вот.
Ну что ж, самое время попробовать. Ах. Лучок. Попробуем батат. Вы знаете, батат очень хорошо сочетается с этим супчиком. Мне очень нравится. Друзья, приятного аппетита. До новых встреч.